Здравствуйте, товарищи, это Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», и у меня в гостях снова Евгений Юрьевич Варшавский, директор Института прикладной футурологии, и мы продолжаем цикл, Евгений Юрьевич, здравствуйте, и мы продолжаем цикл о внушенном рабстве. Он получился такой всеобъемлющий, ветвистый, от встречи к встрече мы двигаемся в этом направлении и понимаем, что это действительно колоссальная проблема, которая просто проросла насквозь уже в обществе. И я хочу поговорить, мы тут поднимали эту тему в эфире втроем с Ульяной и Федором Бирюком, такая она у нас там называлась, она может быть несколько вызывающая, секс и мистика, но на самом деле я хочу поговорить с вами очень политически правильно. Да, о торговле душой и телом, о том, что рынок уже тотально перешел к продаже тела и целиком, и в частях, и как угодно, в прямом, в переносном смысле все что угодно, и к продаже души тоже. Единственное, что вот тарификации нет от дьявола, буквальной там, как ее, эту душу продавать, сколько она на самом деле стоит, но в целом все движется именно в эту сторону. То есть чудовищная мистификация общества, колоссальные деньги, отдающиеся на гадалок, прорицателей, там, вещуньи, в общем, я не буду перечислять на все вот это. И чудовищный рынок, собственно, именно тела человеческого преобразования, начиная там от татуировок, прокалывания, там всего чего угодно, заканчивая сменой пола и, в общем, всяческими всевозможными безумиями. Смена пола – это скорее к душе. И скорее, наверное, на стыке, да, рынок, он же как бы всеобъемлющий, его рука невидима, но вездесущая, ха-ха. Вот об этом ужасе так в комплексе поговорить, и мы еще к чему пришли, и какой тезис я хочу вам сказать. И мы как-то поговорили между собой, я спросил, ощущается ли происходящее сегодня в этом во всем, как такая точка бифуркации, все, дно, сейчас чуть-чуть мы оттолкнемся, и мы пришли к выводу, что нет, это только начало ада. Только мы в предбаннике стоим, в синях. Буду спорить, но по порядку. Да. Может быть, начать с базиса, то есть с религиозных основ, с богословия, не побоюсь этого слова. К примеру. Во-первых, откуда вообще сатанизм с точки зрения, не столько как раз именно богословия, сколько, так сказать, практической социологии и психологии, смысл отвернуться от Господа и, так сказать, отдаться в лапы нечистому, с удовольствием. Причем с удовольствием. Это с точки зрения психологии, всю картину не развернем. Во-первых, у нас немножко другой формат, и мы, в общем, топтать чужую поляну не будем. Да. Но такие базисные вещи озвучить, я считаю, правильно. Так вот, с точки зрения, опять-таки, психологии, истоки сатанизма именно как политического, так сказать, как то, что входит уже в практическую политику. В тренд, потому что, в обыденность, политическая обыденность. Да, то есть мы разделяем веру и религию, поскольку религия – это политический инструмент, где Господь, в общем, так или иначе втягивается в наши простенькие земные дела, монархия соврать не даст. Собственно, именно потому, что втягивают высшие силы в политику, именно монархия, потому что она от религии неотделима, это, в общем, самая длинная афера в истории человечества, которая продолжается по сей день. Но возвращаемся, значит, к нашему нечистому. Смысл с психологической точки зрения переходить на сторону темных сил, в отличие, так сказать, от «Звездных войн», там такой базисная психологическая такая основа в том, что нечистый подразумевается равным Богу, по возможностям просто Бог светлый, а этот самый темный, плюс по официальной доктрине, опять-таки, дьявол князь мира сего, что там будет за гробовой доской, никто не знает, свидетелей как-то нету в товарных количествах. А поскольку приоритет-то, в общем-то, частный, своя рубашечка-то ближе к телу, почему бы не перейти к князю мира сего, хоть он и рогатый и хвостатый, и получить плюшки, преференции, так сказать, потому что ты служишь хозяину текущему, А за гробовой доской, опять-таки, вопрос нерешенный, непонятно, что там на самом деле, но, с другой стороны, ты верно служил хозяину, он тебя от гнева Господня защитит, и ты в аду займешь приличные должности, а почему, собственно, и нет. Да.
Я так очень схематично, так сказать, чтобы подробно обосновать. Жестоко, но предельно точно. Вот, но тем не менее. Вот это как-то и используется, строго говоря, вот, так сказать, в политических целях, потому что для правильного управления надо контролировать обе базовых тенденции, как плюс, так и минус. Если вы контролируете что-то одно, вы находитесь в состоянии войны. Если вы контролируете обе, так сказать, доктрину, обе тенденции, вы находитесь в состоянии управления. То есть вы можете этот вопрос, так сказать, поставить в нужную позицию, потому что у вас, в общем, две руки, так сказать, в действии, а не одна. Свободные, понятно. Да. То есть, с политической точки зрения, сатанизм более чем оправдан. Он, собственно, служит вполне себе... Делу мира. Нет, у него основная функция – это деструктивная. Понятно. Но, во-первых, условно говоря, кусок радиоактивной гадости, он мало для чего применим, но бросить его, значит, в тарелку супа врагу, почему бы и нет. Самому, конечно, даже подходить к такому не надо, а вот кинуть врагу, да. То есть деструктивные вот эти такие духовные практики, они как раз ослабляют противника и позволяют манипулировать намного более успешно, потому что официоз имеет свойство терять репутацию. Этот феномен отнюдь не 20-21 века, это еще с античности. Вот. И когда у нас имеет место быть официальная политическая деятельность в форме, так сказать, государственной религии, государственной конфессии, это неименуемо порождает оппозицию. Потому что использование духовных смыслов в практической политической деятельности – это не бесплатно. Часть людей, как по политическим, так и по мировоззренческим, так сказать, моральным, этическим и прочим причинам, будет находиться в оппозиции. Очень удобно на заранее подготовленных позициях, так сказать, местах и грядках, вот, соответственно, начать выращивать то, к чему люди неосознанно стремятся. Потому что если именем Господа творятся адские преступления прямо в натуре, вот. Всю историю человечества практически. Я не знаю ни одной войны, не знаю ни одного преступления, которое совершали бы, допустим, какие-то монархи, правительства и все такое прочее во всем нашем прошлом, что не было бы оправдано с самых высоких религиозных и нравственных позиций. Ну, просто любой человек, который занимается грабежом, убийствами, разбоем, в том числе морским, значит, всячески топчет, унижает и все такое прочее, он обязательно вам найдет оправдание. Причем оправдание прям с крылышками, прям вот святость. Убивайте всех, Господь отделит праведников. Ну, как вариант, хотя это такой... Ну. Да. И, собственно, моя профессия, она как раз, вот как юрист юристу скажу, что для нас это совершенно нормально. То есть, в принципе, неважно, кого защищать, лишь бы деньги платили. Вот. Ну, на самом деле. Не всем, конечно, даже в нашей профессии попадаются честные люди, их достаточно много. Вот. Но в целом сервильность – это не лучшее качество. Вот. И возвращаясь опять-таки вот, к основной теме, вот, мы будто бы вот реально блуждаем во мраке. Такое ощущение, что при вроде бы нарастающих технологиях совсем не так они нарастают, как могли бы, когда человечество действительно стремилось бы к технологическому осмысленному прогрессу. Но все-таки при нарастающих технологиях мы погружаемся в такое, я бы сказал, ментальное средневековье. Все больше мистицизма, и одновременно с этим этот мистицизм и как будто бы такая вера вроде, она покрывает, ну вот ну не хочется в какие-то догмы ходить, ну не то чтобы чудовищный разврат, а такое чудовищное такое вот моральное растление. Вот, ну, это, то есть вот это какой-то такой микс, ну какое-то безумие совершенно. Две народных мудрости приведу, банальных, предельно банальных. Все яд и все лекарство в зависимости от дозы раз. Да. Вот, и инструмент сам по себе, в том числе даже политический инструмент, сам по себе нейтрален.
Зависит Да, от того, это- в чьих руках и в каких целях применяется. Мой любимый пример с топором. Им можно дом построить, можно человека убить. Конечно. В обоих случаях топор одинаковый. Ну, боевые топоры, они несколько отличаются от плотницких. Но суть все одна. Суть одна и та же, в общем. То есть с политикой, с политическими инструментами и политическими и социальными технологиями ситуация почти такая же. За одним исключением. В отличие от инструментов слесарных, политические, тем более так сказать, социальные технологии, все-таки от этики напрочь не отвязаны, в отличие от топора. Вот у топора точно, к нему мораль непосредственно не прикрутишь. Он железный и немножко дерево. Ну да. А социальные технологии, они, и политические, кстати, тоже, потому что политика, вы удивитесь, но это высшая форма социологии, высшая форма социальных отношений. До тех пор, пока мы не встретим другие разумы, это самый топ. Наш предел. Да. То, что политика предельно, так сказать, дискредитирована, особенно в глазах большинства, потому что под политикой понимается, в общем, достаточно грязные вещи. Собственно, изначально подразумевается, что политик – это бесчестный человек. Это такая сейчас, можно сказать, мейнстримная позиция. А она неправильная. Политик – предельно честный человек. И политика прекращается тогда, когда начинается любая ложь и манипуляция. А то, что мы в жизни видим вещи прямо противоположные, это просто означает, что политики нет. Она закончилась как институт. Есть политиканство и политиканы. Для них лгать как дышать. К политике это отношения не имеет. И к государственному строительству тоже отношения не имеет. Потому что власть опирается на народ, на волю народа. Это записано во всех, без исключения, конституциях. Но при этом это совершенно не мешает существовать совершенно гнусным эксплуататорским режимам, которые в полном соответствии со своей конституцией творят, что хотят. Да. Поэтому, опять-таки, возвращаемся, к сатанизму как к политическому инструменту. Дело в том, что базовая человеческая психика – вещь достаточно прочная, и она без этики не существует. Вы просто не в состоянии размножаться и поддерживать социум в устойчивости, если вы игнорируете базовые законы, в том числе этические. Никому не удалось создать социум целиком и полностью построенный на полной противоположности этических норм. Этот социум существовать не может ни секунды. Да. Вы организовали воровскую шайку лесных разбойников. Убиваете всех, что шевелится, детей, стариков, младенцев, священников, царей, королей, до кого дотянетесь. Преступная организация, преступная группа, преступный мир. Зашибись. Но Внутри. Совершенно верно. Если ты занимаешься всю жизнь профессиональным воровством, ты не можешь красть у своих. Это квалифицируется как крысятничество и заканчивается плохо. То есть, даже когда вы занимаетесь адским сатанизмом, адскими мерзостями, вы должны каким-то образом оставаться в этическом поле. Пусть оно будет искореженное, перевернутое и все такое прочее, но если вы будете лгать всем, дьявол – отец лжи, и это правда. Если вы будете лгать всем и даже себе, у меня для вас плохие новости. Потому что ничего нет страшнее для любого человека, абсолютно любого, в абсолютно любой ситуации, если ты удачно смог обмануть самого себя. Тогда избежать соответствующих последствий технически невозможно. Это то самое, что когда Бог хочет Совершенно наказать человека, он лишает его разума. Это буквально. Это одновременно и самообман, и самопредательство, все вместе сразу. То есть, поэтому сама концепция, что дьявол, отец лжи, равен Господу Создателю, она в этом смысле научно не вполне обоснована. Не получается. Господь, я еще раз говорю, мы сейчас на чужой площадке, мы на площадке, так сказать, духовно-религиозной. Мы очень светски говорим об этом с точки зрения... Тем не менее, Господь Создатель, если мы допускаем его существование, Он создал целую вселенную, причем очень большую и весьма совершенную. Она способна к саморегуляции и развитию.
Чему, кстати, доказательством являемся мы с вами. Я имею в виду все человечество. Да, безусловно. Вот. Дьявол, если он равный по статусу и возможностям, соответственно, создателю, он должен создать такой же мир, только черный. Предъявите, пожалуйста. Мы как только начинаем копать любой сатанизм, который есть в реальной жизни, любые нарушения, так сказать, морально-этических норм, организованными группами или конкретными лицами, мы обязательно там найдем какие-то внутренние правила, которые, извините, соответствуют общим. Да, в той или иной степени. В той или иной степени. Я понимаю, о чем вы говорите, что это, опять же, инструмент, который используется в тех или иных целях и используется строго по назначению. Да. Если, ближний там пример далеко не ходить, вот гитлеровская Германия, понятно, всех чужих детей истреблять можно, но своих-то нет. И за своих и посадят, и повесят, мы-то и все что угодно. Мы люди. Да, мы вот арийцы, мы, кстати, люди. подходим уже к политике, уже к ее сердцевине и Безусловно. разделению мира как раз вот на два миропроекта. Вот, собственно, мы, люди, как биологический вид, существуем достаточно давно. И наш биологический вид, Homo sapiens sapiens, он уникален на планете не своим фенотипом. Есть посильнее, покрасивше, кто-то плавать может, кто-то еще летать. Пожалуй, говоря, да. мы именно как биологическая конструкция, если рассматривать тело как, в общем, такой продукт инженерии, достаточно такой серьезный, мы особых преимуществ и отличий от прочего живого мира не имеем. В чем-то хуже, в чем-то лучше. Если брать конкретные там, лев, например, существенно больше может съесть. Да, больше съесть и мощнее в движении. Птичка колибри, наверное, красивше, но красота вещь такая субъективная, но тем не менее есть понятие инженерной красоты. Дельфин с точки зрения инженерной красоты идеален по форме. И которое является глобальным, и никого похожего на людей в этом плане нет. В животном мире, в биоценозе, существует эта пищевая пирамида, и это все. Это высший уровень развития животного мира. Люди – единственный на планете вид, который создал социум. Я сейчас не о том, что у животных нету социальных отношений. В полный рост. Я за инфузорий туфелек не поручусь, что у них прям коллективы. Там, но политика. Многое повыше вполне да. Но я еще помню советскую передачу «В мире животных», там просто был ролик, кстати, не наш, какой-то любитель волков заснял. Там просто был заснят момент, когда стая волков собралась на такое производственное совещание по поводу предстоящей охоты на лося. Волки говорить не умеют, им речь членораздельная недоступна. Но они там сидели и реально осмысляли сценарий будущей охоты, распределяли функции, ответственность, все такое. Вожак вон там прячется, мы на него гоним, он туда бросается в нужный момент. Короче говоря, потом это показывается, как они все это реализуют. То есть, что касается социума у животных, у высших, по крайней мере, все в порядке, но люди отличаются принципиально. У нас есть социум, у нас есть человечество. А волки, они могут достичь уровня стаи, социальный уровень, но волчество, то есть все волки на нашей планете, они в единую социальную структуру не складываются. А мы, у нас есть человечество. Волчество – это хорошо. То есть, и более того, социум для человеков важнее всего остального вместе взятого. Потому что материальная наша основа, и включая животный мир на планете, частью которого мы, кстати, остаемся, мы никуда в космос пока не улетели, все равно для нас социальная динамика, социальный статус, социальные отношения – это и есть наша жизнь. Все остальные ресурсы подчинены социальным отношениям и взаимосвязям. Это привилегия исключительно людей. По крайней мере, официальная наука пока
примера альтернативного не предъявил. Вот за хобот или там за щупальца притащить там инопланетянина, у которого социум еще богаче, чем у нас, у него там межгалактическая империя, вот пока еще не предъявил. Не сложилось пока. Не сложилось. Может, прячутся собаки, но пока... Ищут пожарные, ищет милиция. Вот, пока не нашли. Вот. Примеры разумного и даже этического поведения животных огромное количество, Да, даже возражать не буду. Но еще раз говорю, вот этот самый предел существует. Мы, в отличие от всех остальных на планете, мы социальные существа в полном смысле этого слова. Все остальные на каком-то уровне, значит, приближения. Все так, все так, все так. Вот. Не знаю, кто там умнее, я или дельфины, но все-таки мы охотимся на них, а не они на нас. Так почему такое остервенение? А скорее всего внушенное. Я вот с трудом верю, что это самозарождающаяся какая-то история. Ну уж там про смену пола и про все остальное, там про Биг-фарму и вот все это вот безумие. Это вот вообще... А про мистицизм и вот это погружение в такое ментальное средневековье... А мы сейчас чуть-чуть отмотаем в разговоре назад, вот перед тем, как мы погрузились в животный мир и в биоценоз. Вот. Базовое отличие и, собственно, то место, откуда начинает расти сатанизм, в широком смысле этого слова. Все, что не от Создателя. Да. Вот, он начинается со светлой идеи разделения людей на сорта. Спорить с очевидностью, что все люди рождены равными, пока не пришел полковник Кольт и не уравнял всех в возможностях. Вот, это мы все знаем. Но, тем не менее, во-первых, тот факт, что люди разные по возможностям, по состоянию, по этике, эстетике, по всем остальным параметрам, люди разные. Двух одинаковых людей за всю историю человечества не было ни одного. Генетики соврать не дадут. Даже вещь, ну, хотя бы и связанная с генетикой, но, тем не менее, вот двух отпечатков пальцев одинаковых тоже пока никто не нашел. То есть, с разнообразием спорить без толку. Невозможно. Мы даже и не собираемся. Да. Но различие между людьми и животными на двух ногах, способными разговаривать, именно в позиции разделения людей на сорта. Феодализм – это юридическое закрепление этих различий. Я имею право на корону только по той причине, что мой папа – король. Это генетическая разница. Корона передается по наследству сирич в геноме. Да. Во внешнем геноме таком, да. Ну, да. Нет, официально вообще просто в геноме. Да, безусловно, безусловно. То есть только вот эта семья имеет право на трон, а все остальные идут куда хотят. В это, как правило, не верят, собственно, даже сами носители этого головного убора. Потому что с ними периодически приключаются неприятности. Да, потому что то, что они делают в этом плане, так сказать, ради того, чтобы заполучить корону, это никакой уголовный кодекс не переживет. То есть там делаются вещи такие, что, в общем, честно говоря, сидеть не пересидеть, висеть не... сидеть на колу, я имею в виду. Да. Вот, висеть не перевисеть. То есть там просто тягчайшие, значит, преступления и уголовные, и военные против человечности в полный рост. Что, опять-таки, объяснимо из того же самого первоисточника – разделение людей по сортам. Если мы сами себя объявили высшей расой, высшей нацией, высшим народом, высшей социальной группой, высшей семьей, чем хотите, значит, остальные не люди. Они очень на нас похожи, но на самом деле это быдло. Вот. Отсюда вытекает все остальное. Во-первых, в этом есть жесткая психологическая основа. Чистая психология, базовая, человеческая, психика, индивидуальная и коллективная. Убить равного себе психологически адски сложно. Потому что это ты убиваешь такого же человека, как ты. Не то чтобы это совсем невозможно. Есть состояние аффекта, есть разные другие обстоятельства внешние, но в норме это достаточно высокий психологический барьер, реально существующий. Чтобы его снять,
Ну, во-первых, есть специальные методики обучения, которые объясняют, что можно. Но практически все они, наверное, без исключения, если кто-то найдет исключение, пожалуйста, в студию, вот, предложите мне вариант иной, так сказать, допустимости убийства другого человека, нежели помещение, так сказать, вашего оппонента в более низкий статус. Животное убить можно. Мы, кстати, этим занимаемся, в общем, регулярно, потому что мы вообще питаемся растениями и животными. Мы, так сказать, всеядные, в отличие от тигров. Тигр на морковке долго не проживет. Это да. Вот. Но, тем не менее, морковка тоже живая. За что вот ненавижу веганов, они убивают растения. Не прощу никогда. Вот. Но, тем не менее, но более это самое... низких по уровню, по статусу существ убивать можно. Собственно, на этом построен весь биоценоз, вот эта вот самая пищевая пирамида, там вот как раз вот от бактерий до вот этих самых высших хищников. А самые высшие хищники – это паразиты, потому что они едят самых сильных. Вот, что, кстати, чем-то неуловимо похоже на социум. Пожалуй. Вот, то есть да, у нас эти законы как-то подтверждают свою правильность, в том числе и тем, что они, так сказать, показывают себя с разных сторон. Вот. И, собственно, любая система, построенная на разделении людей, любая идеология, которая допускает разделение людей на сорта, на сословия. Да, кстати, вот юридическое закрепление различий между людьми – это сословное общество, где условные дворяне и прочая аристократия от условных крестьян и прочего быдла отличаются по закону. У них по закону разные права и обязанности. При этом механизм возложение на человека браздов и соответственных полномочий и соответствующих привилегий известен как бы не с того же самого времени, то есть с момента вообще возникновения цивилизации как таковой, существует по сей день и будет существовать дальше. Потому что даже если мы возьмем минимально управляемое сообщество, условно говоря, общину, артель, пиратский корабль, шайка лесных разбойников, временный трудовой коллектив, комьюнити. Коммуна, имеется в виду коммуна не в коммунистическом смысле, а в смысле административно-территориальной единицы. Да. Вот там везде существует самоуправление, собственно, то, что называется прямой демократией. И там, условно говоря, разделение людей по социальному уровню существует. Оно существует вообще в любом месте, где более одного человека. Как древнегреческая поговорка, кстати, среди сержантов древнегреческих: послал 2 гоплитов за водой, одного назначь старшим. А то не те воды во взводе, ни, соответственно, от виновного, что целый взвод без воды. То есть иерархия у нас выстраивается автоматически, это наше, так сказать, свойство. Мы не инфузории туфельки, у нас иерархия в психологию коллективную, по крайней мере, вбита насмерть. Мы не можем существовать вне иерархии. Не обязательно административных, не обязательно властных, но обязательно хоть каких-то. Вы даже в семье не можете быть абсолютно равными. Причем парадокс именно сложных социальных структур, в том числе семьи, в том, что вы можете по одной иерархии быть выше, а по другой ниже. И это одновременно. Одновременно, да, согласен. Вот, то есть это гигантские, сложнейшие, страшнейшие всякие сложности, но почему-то мы справляемся. Даже вот на уровне простой семьи, вот для нас как-то ситуация, что я в чем-то выше родной супруги, а в чем-то, так сказать, заправляет она, меня это почему-то ни с какой стороны не унижает и не огорчает. Нормально. Вот в более сложных социальных структурах, повыше уровнем, чем семья, ровно то же самое. Но вот условно говоря, вот в комьюнити, в таких вот самоуправляемых общинах и вообще социальных группах, где присутствует вот именно такой артельный коммунальный дух и, соответственно, вот это самоуправление, там человек, который взял на себя функции лидера, артельщик, он имеет несколько другой статус социальный. И это тоже никого не удивляет. Но этот статус возникает из согласия
всех членов этой самой общины, общности, я бы сказал. Артельщик не сам себя назначает. Не, может предложить свою кандидатуру. Решение примут все. Какой бы я ни был большой, красивый и мохнатый, самый сильный, самый умный, я не могу заставить свою артель каменщиков признать меня старшим. Они меня признают только в том случае, если они сами такое решение примут. Но это осознанные общества. Конечно. Общество самоуправляемое изнутри, вне зависимости от того, как они соотносятся с остальным внешним миром. Банды ли это разбойников, или это артель вполне себе добропорядочных каменщиков. Мы же, говоря сегодня о социуме как о едином каком-то механизме, где на основные страты общественные, на самые многочисленные ведется вот это воздействие, ну, через такое, скажем, через инструмент сатанизма, о чем мы говорим, уже буквально его так называем. Да? Ну, просто инструментарий, не более того. Меня термин сатанизм вполне устраивает. Отлично, отлично. Значит, по крайней мере, эти сущности общеизвестны. Очень сложно найти человека, который вообще в разуме, а не в клинике, такой тяжелый. Вот. Они, как правило, эти сущности знают, то есть не надо объяснять, что имеется в виду. Да. Надо объяснять то, что менее очевидно. То есть, когда мы вот мы сейчас говорим о достаточно интересных вещах, в частности, да. Так вот, мы к этому вот идем. Мы сейчас завернули немножечко в комьюнити, а теперь вернемся обратно, так сказать, в политику. Так вот, построить эксплуататорское государство, то есть когда правящий класс тотально давлеющее. Да, подчинил себе все остальное население и рулит им исключительно в своих шкурных интересах, без разделения людей на статусы нельзя. Сословное общество, то есть юридическое закрепление, доказало, что оно имеет предел эффективности. Начиная с определенного момента, ваше сословное общество упирается вот в этот предел масштабирования и не в состоянии обеспечить дальнейший научно-технический прогресс. Очень интересная тема, но просто вот мы сами видим, что, собственно, феодализм был сметен, в общем-то, с первых мест. Да. Промышленными революциями возникла новая, соответственно, формация, которую мы привыкли называть капитализмом. Пусть это название остается. Пусть так, да. Вот, но разделение людей на сорта при капитализме никуда не делось. Оно просто замаскировано. И это принципиальная позиция. Владелец средств производства отличается от наемного рабочего. Я сейчас прямо из Маркса, чтобы далеко не ходить. Он отличается не биологически. Аристократ от крестьянина биологически один и тот же, так сказать, вид. Вот. Он отличается социально. И наличие либо отсутствие юридического титула, юридического статуса, не имеет значения. Потому что богатство передается по наследству. То есть капитализм – это формация, ну, во-первых, в отличие от феодализма, при всех недостатках, это сословное общество, оно в каком-то смысле честное. Аристократия занимает верхние места в иерархии, прежде всего потому, что она сильнее. Она численно уступает, даже не в разы, а в десятки раз, в приличных феодальных государствах, включая Российскую империю, дворян 1,5–2%. Когда больше, значит, туда записывают не совсем аристократию. Пример, опять-таки, Польша времен Ржечи Посполитой, где существовала замечательная категория так называемых однодворных шляхтичей. То есть это гордый дворянин с зазубренным рваным драным этим самым ржавым мечом или там шаблей, вот, у которого в собственности, собственно, та мыза, где он живет. Вот. В любых других местах такого персонажа обозвали бы крестьянином, пусть и не очень, среднезажиточным или не очень зажиточным. Или совсем не а он, извините, шляхтич, он, извините, дворянин. Он с королем может, с крулем может, так сказать, это самое разговаривать. Вот их было существенно больше, чем 1,5%. Понятно. Вернемся обратно к капитализму. Так вот, проблема не в том, точнее, проблема не в нас, юристах. Зафиксировать юридический статус человека, вот,
в зависимости от его социального положения, можно. Это, как выяснилось, неэффективно. Это сдерживает потенциал развития по той простой причине, и здесь меня биологи, так сказать, должны поддержать, как вам сказать, форма носа, ушей, темперамент, некоторые другие свойства однозначно наследуются. Этим занимаются специальные люди генетики. Но психотип, социальные компетенции и, соответственно, условно профессия не наследуются. Да. Не получается. Да, династически что-то возможно, капитализм но... как раз его, собственно, фишка в том, что он убрал лишнее, убрал юридическое оформление, так сказать, различий между людьми и оставил его в политической и государственной практике. Потому что судьбу, условно говоря, отрасли, которая принадлежит частной лавочке, условно говоря, группе людей, связанных между собой почему-то кровно-родственными связями, оно передается по закону, по законодательству о наследовании, воле этих самых людей. То есть демократическое государство, правительство, типа избираются по Конституции, там президент, парламент выполняют волю избирателей, типа им подконтрольны, хотя это практика демонстрирует совершенно не всегда. Но даже если оставить этот политический цирк в покое, экономическая основа государства, средства производства, принадлежат частным людям и передаются по их воле, то есть в порядке наследования. Завещания, в случае, если есть юридические всякие экзерсисы типа налогов и всего прочего, изобретаются всякие благотворительные фонды и прочее мошенство, которое позволяет сохранить наиболее важное для страны в правильных ручках и не допустить их перехода на сторону. Да, распыление. А вы же понимаете, что промышленная мощь государства, если она принадлежит частным лавочкам, это значит, что это не совсем демократия. Это вообще никакого отношения к демократии не имеет. Это совсем не демократия. Кто владеет собственностью, я имею в виду не этими самыми не брюликами, золотом, домами, а именно промышленной мощью государства, тот и хозяин страны. А с учетом того, сколько стоят современные выборы, то понятно, что нищеброды там победить не могут в принципе. В Российской Федерации последний формальный пролетарий, то есть человек, относящийся к этой социальной группе, исчез достаточно давно. Это Шандыбин. Был такой депутат. Он был, по-моему, водителем какого-то там общественного транспорта. Анпилов не попадает сюда? Он был, я сказал, последний. Анпилов исчез раньше. Так его сначала выгнали из Думы, в смысле, он не избрался, а потом он умер. Больше никаких пролетариев в современном российском парламенте нету в принципе. Есть люди пролетарского или крестьянского происхождения, но это происхождение в данном случае не очень важно. Да, в данном случае мы говорим о том, чем человек занимается в текущий момент времени. И это, собственно, основная проблема. И возвращаясь к самому начальному нашему тезису, с чего наш разговор начался, с сатанизма, со всего прочего. Это чистый сатанизм. Разделение людей не по их качествам и деяниям. А по их, как бы это выразить-то, не по их качеству, а по их... а по их, извините... неподтвержденной принадлежности какой-то страте избранных. Она официально подтверждена, но не соответствует действительности. Есть такое выражение, это известно еще с античности: никто не может назвать себя властью лишь по собственной воле. Да. Тезис, который очень хочется иногда оспорить, предъявить всяких тиранов, всех таких прочих, но он на самом деле рабочий. Не будем погружаться в детали. Но в данном случае, когда социальная группа, сплоченная, ресурсная, обладающая, в общем, достаточно серьезными возможностями, сама себя называет властью, сама себя называет избранной, сама себя ставит на вершину, так сказать, социальной лестницы, это и есть сатанизм. Потому что во всех остальных случаях, в
причем не только, так сказать, речь идет о политической власти. Речь идет и о владении ресурсами. То есть, если эти ресурсы, определяющие для мощи государства, они не могут быть частными, они всегда публичны. Потому что так получилось, что тяжелая индустрия не делается в одно лицо. Вот. И более того, не осмысляется в одно лицо. Правильно. Для того, чтобы развивать мощнейшие отрасли, главное, это ж нужен коллективный разум. Обычно говорят, вот человек вложил свои деньги и построил там заводы, газеты, пароходы. Да. Сразу возникает вопрос, откуда деньги? А это я вот поехал, я был нищий, у меня было 20 центов, я купил 2 яблока по центу, помыл, продал за 50, да. Купил 5 яблок, помыл, да. Продал, это самое, а потом у меня в Швеции умерла тетушка и завещала мне 10 миллионов. Вот так я заработал первые 10 миллионов. Да, это зашибись. То есть, как только мы начинаем копать любого крупного собственника, мы как раз и влезаем в то, что это практически самоназначенная группа. Она не получила мандат доверия от тех, чьи были эти деньги. Или чья была эта власть. И тогда, получается, раз они самоназначенные, для всех остальных страт общественных нужно скормить что-то совершенно безумное. Вот. Для того, чтобы они были заняты... Вот этой идиотической игрушкой, которую ни собрать, ни разобрать нельзя, но все сверкает и переливается. И сразу мы вспоминаем, что дьявол – отец лжи. И значит, мы тут же вспоминаем такое замечательное явление, как пропаганда. Сама по себе пропаганда, и вы не дадите мне соврать, потому что это ваша профессия, она сама по себе нейтральна. Это инструмент. Да, потому что пропаганда здорового образа жизни. Это топор, дрель, там, я не знаю, там, ложка. Пропаганда – это социальный инструмент, позволяющий доводить определенные тезисы, позиции и все такое прочее до широких масс. До широких масс, да. Доводить можно правду, людей можно информировать, людей можно просвещать. Да. Это самое, мой руки перед едой. Да, конечно. Вот. А можно, соответственно, моделировать и, соответственно, управлять политической реальностью. Кстати, скрывать то, что знать людям не положено, и рассказывать им то, чего нет, не было и быть не может. Вот это ложь. Сразу говорю, кто там зацепится за предыдущую фразу, секретность и государственная тайна – вещи вполне уважаемые. И в любом нормальном государстве, и даже на уровне частных лиц, например, тайна личности, вот, медицинская карта и так далее. Это, безусловно, должно быть. Это вещи вполне нормальные. Понятное объяснение. Речь идет именно о публичной власти. В публичной власти в принципе не может быть никаких тайных оснований. Публичная власть любого уровня должна основываться на публичном решении. Например, на результате всенародного голосования. То есть, сама по себе власть не может быть тайной по определению. Тайными могут быть какие-то ее действия на уровне, так сказать, принятия и исполнения решений, которые нуждаются в государственной тайне. Они нуждаются в тайне по случаю того, что мы не окружены, скажем, любая общность не окружена исключительно добропорядочными соседями. Покуда существует конкуренция, противостояние и прочее. Во всех смыслах на всех уровнях без тайны не обойтись. Пока мы разделены на отдельных личностей, тайна личности должна существовать. Да. Я никогда не болел никакими существенно позорными болезнями, но я не хотел бы, чтобы моя медицинская карта была, в общем, общедоступна, да, согласен. Я думаю, что в данном случае буду поддержан абсолютным большинством. Да, конечно. Вот. Дело не в том, что чем человек болел, важно, что это знание для посторонних не то чтобы не нужно, это можно нести носителю этой личности вред. Не обязательно физически, но, например, моральный. Да. Вот, то есть с секретностью, с тайной, с гостайной нет вопросов, нет дискуссий. Вот вы сказали. Но власть как таковая, публичная власть, может прийти только из публичного источника. Больше ниоткуда. Любые
непубличное ограничение и условия для верхней власти означают утрату ей внутренней легитимности. Вы вот сказали про хороший проект «Мойте руки перед едой». Это было, кстати говоря, огромный советский проект. Сейчас это, может быть, для кого-то смешно звучит. Досоветский. А советский... Гигиену еще Земмельвейс изобрел. Это понятно. Я хотел сказать, в концепте, вот в разрезе советской власти, это был колоссальный проект, реально заставить людей мыть руки. Это была прям пропаганда, она была жесткая такая, направленная, иногда злая. Потому что большевики были корыстными. Они не хотели тратить зря деньги на лечение людей, которые можно было бы, так сказать, не допустить. И кроме того, им надо было продавать мыло. Да, и мыло надо было продавать. И полотенце пушистое. Не только мыло душистое. Да. Но я же говорю, они корыстные люди. Корыстные, циничные, да, понятно. Монстры. Но это был серьезный проект, и он увенчался успехом. Конечно. Точно так же, таким же вот успехом со знаком минус сейчас увенчивается проект смены пола. Я о том, что я слышу вас хорошо, понимаю, что такое пропаганда, будучи сам ее носителем, понимаю, о чем мы говорим, и фактически, если вот отсечь вот сегодня... Я почему с порога могу сказать, вот даже не углубляясь в медицинские и этические детали, почему смена пола является сатанизмом. По простой причине. Пол поменять нельзя. Да. Можно искалечить человека, конечно, пришить ему что-то лишнее, все, что угодно, либо отрезать то, что не нужно. И даже кошачьи ушки наверняка. Без проблем. Да. Но биологически пол поменять нельзя, он в генетике. Да. Пока вы человеку не перекрутите его геном, поменяете, значит, ненужную хромосому на ту, которая вам больше нравится, у вас пол не изменится. У вас изменится, извините, физиологический статус. У вас что-то росло, теперь не растет. Волосы, например. Умеете вы. Вот. Но пол ваш остается прежним. Вы не сможете, потому что пол, кстати, зачем его вообще в принципе вводили в практику социальную и политическую? Большевики? Нет, это еще даже до античности. Внезапно выяснилось, собственно, пол и отросший от него впоследствии гендер, вот, он подразумевает, извините, размножение. Безусловно. Которое определено совершенно не нами. Да. Пока еще, в общем, не очень хорошо получается манипулировать полом даже собственных детей, хотя придумали там, если снится огурец, мальчик родится и тому подобное. Попытки были довольно давно. Ну, диеты существуют, разработанные, как будто бы, но не работает. Не работает. Это пока за пределами человеческих возможностей, мы пока можем только калечить. Не только физически, но и психологически, и социально тоже. Вот поэтому чистый сатанизм, потому что людям продают совершенно другое. То есть, когда я вам говорю, вот я продавец счастья, у меня на вывеске написано «Смена пола», айда ко мне. Я вам что продаю? Ты заперт в теле другого пола и страдаешь. Да. Я спасу тебя. Освобожу. Я тебе дам новую жизнь. Да. Вот. Да. Нет. На самом деле это торговля новыми страданиями. Это получается подделка. Сирич – обман. А обман – это сатанизм. Дитя дьявола, который отец этой самой подделки. Подводя итог сегодняшнего нашего разговора. Подводя итог сегодняшнего нашего разговора, мы продвигаемся по этой теме внушенного рабства. То, о чем мы говорили, этот сатанизм, фактически сейчас подводим линию. Это инструмент, просто инструмент, который очень активно используется властьпридержащими всего мира для того, чтобы направлять вот эти огромные общественные страты, не имеющие никакого отношения к власти, в любой дискурс, самый безумный, лишь бы не думали они о реальных насущных проблемах. Да, это тоже мы признаем как абсолютно внушенное рабство, как одну из разновидностей буквального воздействия и затемнения. Зачем вам бороться за социальную справедливость, если главное удовлетворение ваших сексуальных потребностей, как вы их видите? Да, когда у вас может вырасти то, что никогда не росло, и когда вы можете за $10 прозреть будущее, обратившись к магам и вещуням. Об этом поговорим в следующий раз.
Да, эзотерика – любимая тема. Вот, это вот следующий наш эфир. Спасибо, это был Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», и мой замечательный гость и прекрасный вдумчивый собеседник Евгений Юрьевич Варшавский, директор Института прикладной футурологии. Мы, как обычно, копнули сразу на 2 штыка лопаты. Да, глубже. Спасибо. Нам еще копать и копать. Да. Спасибо. Спасибо, всего доброго.